Здравствуйте! Сегодня я покажу, как сделать брошь-сирень из пайеток и бисера. Делается она совсем не сложно, а смотрится красиво. Начинаю с цветочков. Веточка сирени состоит вот из таких соцветий. Для их плетения понадобятся пайетки в форме цветочков двух видов. Сиреневого цвета размером 7 мм и прозрачные с сиреневым оттенком размером 1 см. Бисер золотого цвета 15 размера для середины цветочков, у меня тоха. Сиреневый бисер номер 10. Подходящий по цвету к пайеткам у меня был только китайский. Зеленый бисер номер 10, у меня чешский. И зеленая проволока диаметром 0,3 мм. Начинаю с плетения маленьких соцветий. Они состоят из 6 одинарных цветочков. Беру зеленую проволоку длиной 35 см. Набираю одну золотую бисеринку и отправляю ее на центр проволоки. Проволоку складываю пополам. Концы проволоки должны быть одинаковыми. Помогаю себе плоскогубцами, чтобы бисеринка плотно сидела. Для этого под ней сплющиваю проволоку. На обе проволоки, сложенные вместе, набираю одну пайетку, маленький цветочек. Потом 2 сиреневых бисеринки и одну зеленую. Развожу проволочки в разные стороны, и первый цветочек из соцветия готов. Вот такой цветочек получается. Сейчас такие же цветочки буду плести сначала на одном конце проволоки, потом на другом. На один из концов набираю одну зеленую бисеринку, 2 сиреневых, маленький цветочек и золотую бисеринку. Специально расставила в таком порядке, чтобы было удобно набирать. Итак, одна зеленая бисеринка, 2 сиреневых, одна пайетка цветочек и одна золотая бисеринка. Бисеринку отодвигаю и этой же проволочкой прохожу в обратную сторону. В цветочек 2 сиреневых бисеринки и зеленую. Золотую бисеринку можно пододвинуть к цветочку. Затягивать проволоку стараюсь так, чтобы не было промежутков между цветочками. Но вот тут промежуток все равно получается. Чтобы его не было, делаю следующим образом. Подтягиваю вплотную весь набор к предыдущему цветочку. Держу его круглогубцами над золотой бисеринкой. Вытягиваю проволоку. Хорошо подтягиваю. И теперь никаких промежутков нет, бисеринки сидят вплотную друг к другу. Так как соцветие состоит из 6 цветочков, значит на одной проволочке нужно доплести 2 цветочка и на другой 2 цветочка. Покажу еще раз. Делаю набор. Последнюю бисеринку отодвигаю. Этой же проволочкой прохожу через пайетку и бисеринки. Крепко зажимаю плоскогубцами над золотой бисеринкой и затягиваю. Хорошо подтягиваю проволочку. Готово. Промежутков нет. Продолжаю плести оставшиеся цветочки. Все 6 цветочков готовы. Можно формировать соцветия. Беру одну проволочку и перекидываю ее между цветочками по центру. То есть с одной стороны 3 цветочка и с другой 3 цветочка. Перекидываю ее назад. Обе проволочки получаются с одной стороны. И теперь их можно скрутить между собой. Делаю небольшую скрутку. И цветочек расправляю. Один цветочек стоит в центре и 5 вокруг него. Соцветие готово. Таких соцветий нужно 4 штуки. Цветочки на соцветии можно оставить прямыми, а можно немного сложить, как вот тут. Беру цветочек
и загибаю у него лепестки. Такое соцветие можно поставить на макушку, так как там обычно не до конца распустившиеся цветы, но это кому как нравится. И в соцветии со сложенными лепестками лучше делать не 6, а 7 цветочков, потому что сложенные лепестки занимают меньше площади. И по кругу между цветочками может остаться пространство, поэтому лучше делать по 7 цветочков. Также нужно сделать еще одно соцветие, только в нем должно быть 7 цветочков. Это соцветие будет крепиться в самом низу кисти сирени. Перехожу к более крупным соцветиям с двойными лепестками. Плетутся они так же, как маленькие, только добавляются еще пайетки и бисеринки. Набираю одну золотую бисеринку, двигаю ее на центр проволоки. Проволоку сгибаю пополам. Плоскогубцами сжимаю проволоку по бокам бисеринки и под ней, чтобы она плотно сидела. Готово! Набираю пайетку маленький цветочек, затем пайетку покрупнее полупрозрачный цветочек, 3 сиреневых бисеринки и одну зеленую бисеринку в конце. Цветочек готов. Проволочки развожу в разные стороны. Теперь на одной стороне нужно сплести еще 3 цветочка и на другой тоже 3. Всего 7 штук. Для второго цветочка набираю одну зеленую бисеринку, 3 сиреневых, прозрачный цветочек, сиреневый цветочек поменьше и золотую бисеринку. Последнюю бисеринку отодвигаю и прохожу этой же проволокой через весь набор в обратную сторону. Помогаю себе плоскогубцами и хорошо затягиваю. Два цветочка готовы. Доплетаю еще 2 цветочка с одной стороны и 3 с другой. Сплела все 7 цветочков. Делю примерно пополам и перекидываю одну из проволочек через серединку на другую сторону. После этого скручиваю обе проволочки. Расправляю цветочки. Один ставлю в центр, остальные по кругу. Получается крупное соцветие. Таких нужно 3 штуки. 3 больших соцветия готовы. Можно начинать собирать кисть сирени. Для этого мне понадобятся нитки мулине зеленого цвета. Начинаю с маленьких соцветий, это будет макушка. Затем пойдут 2 маленьких боковых соцветия, я их сажаю немного пониже макушки. И проволочки всех 3 соцветий скручиваю между собой. Беру нитку мулине, прикладываю и начинаю закручивать сначала вверх по стебельку до места скрутки. А затем поворачиваю вниз. После того, как немного спустилась, беру 4-е соцветие и сажаю его между 2 предыдущими, но чуть пониже. Проволочку нового соцветия немного приматываю к основному стеблю, чтобы соцветие крепче держалось, и продолжаю обматывать ниточкой мулине. Смотрю, сидит хорошо. Получается соцветие в центре, 2 по бокам и 1 внизу по центру. Так это выглядит с обратной стороны. Перехожу к крупным соцветиям. Для начала примеряю. Одно соцветие пойдет с одной стороны, 2-е соцветие пойдет с другой стороны, а 3-е будет внизу по центру. Креплю цветочки точно так же, приматывая нитками мулине. Сажаю 1-е крупное соцветие.
Проволочка между соцветиями и основным стеблем должна быть длиннее, чем у мелких соцветий, чтобы создавать пышность всего цветка. Креплю второе соцветие, и вот видно, что оно немного возвышается над центральным маленьким соцветием, как раз из-за увеличения длины проволочки. Ниточкой приматываю. Примотала. С обратной стороны хорошо видно, что у нижних соцветий стебельки длиннее. Последнее крупное соцветие сажаю по центру. У него стебелек еще длиннее. Приматываю. С обратной стороны хорошо видно, что стебельки постепенно увеличиваются. Сначала поменьше расстояние, потом все больше и больше. За счет этого соцветие расширяется и получается пышная кисть. Добавляю последнее маленькое соцветие, в котором 7 цветочков. Его сажаю чуть ниже крупных соцветий, как бы утапливая вглубь веточки. И приматываю. Листик сирени будет из граненых бусин светло-зеленого цвета диаметром 2 на 3 мм. Их надо совсем немного. Плести буду на зеленой проволоке диаметром 0,3 мм. Листочек состоит из двух половинок, начиная с первой половинки. На проволоку набираю 3 бусинки, одну опускаю на середину, а через 2 других прохожу вторым концом проволоки так, чтобы оба конца проволоки смотрели друг навстречу другу. И затягиваю на середине. Слежу, чтобы оба конца проволоки были одной длины. Затянула, проверила, обе проволочки одной длины. Одна бусинка — это первый ряд, 2 бусинки — второй ряд. Для третьего ряда набираю 2 бусинки на проволочку, второй проволочкой прохожу навстречу. Затягиваю. Третий ряд готов. Четвертый ряд из 3 бусинок. Как обычно, прохожу в бусинки проволочками друг навстречу другу. Затягиваю и подтягиваю концы проволоки. Теперь важно, чтобы одна сторона была прямой, так как к ней будет приплетаться вторая половина листочка, а с другой стороны будет формироваться край листочка. В 5 ряду 4 бусинки. Равняю все по правому краю. 6 ряд 5 бусинок. 7 ряд 6 бусинок. Проверяю правую сторону. 8 ряд 5 бусинок, так как лист пошел на уменьшение. Бусинки сдвигаю к правому краю. И последний 9 ряд 4 бусинки. Беру новый кусочек проволоки для второй половины и цепляюсь этой проволочкой за проволоку готовой половины с ровной стороны между вторым и третьим рядом. То есть завожу ее вот сюда и опускаю на середину. На правый конец проволоки набираю 3 бисеринки. Первую опускаю вниз, а в 2 других прохожу вторым концом проволоки навстречу первому. Аккуратно подтягивая концы проволочки, затягиваю на середине. Стараюсь, чтобы концы были одной длины. Первая бусинка — это первый ряд второй половины, а второй ряд состоит из 2 бусинок. Начало второй половины готово. Далее ряды плетутся следующим образом. Беру конец проволоки со стороны сплетенной половины. И сейчас нужно точно так же, как тут, зацепиться за следующую проволочку. Между рядом из 2 бусинок и рядом из 3 бусинок. Проволочку затягиваю. Вот что получилось. Теперь на любой из концов набираю 3 бусинки и прохожу навстречу вторым концом проволоки. Затягиваю. Концом проволоки, расположенным рядом со сплетенной частью, прохожу между рядами, состоящими из 3 и 4 бусинок.
Далее набираю 4 бусинки, затягиваю. Проволокой прохожу между следующими рядами, состоящими из 4 и 5 бусин. Следующий ряд состоит из 5 бусинок. Набираю, затягиваю. Прохожу между рядами из 5 и 6 бусинок. Готово. В следующем ряду тоже 5 бусинок. Прохожу между рядами из 5 и 6 бусинок. И в следующем ряду тоже 5 бусинок, то есть 3 ряда подряд по 5 бусинок. В последнем ряду 4 бусинки. Двигаю их поближе к центру. Получилось 2 проволочки по бокам и 2 проволочки в центре. На 2 центральных проволочки набираю 1 бусинку. На одну боковую проволоку набираю 3 бусинки. И на вторую боковую тоже 3. Теперь складываю все проволочки вместе вот таким образом. И на все эти проволочки, сложенные вместе, нужно набрать 3 бусинки. То есть все проволочки смотрят в одну сторону. Двигаю бусинку максимально близко к центру. Теперь надо набрать еще 2 бусинки и листочек готов. При желании стебель у листочка можно сделать длиннее или короче. Беру готовый цветочек. Снизу с одной стороны маленькое соцветие, а с другой будет листочек. Примеряю, чтобы смотрелось красиво. И приматываю ниточками. Длина стебелька от листика получилась примерно 1,5 см. Плоскогубцами обрезаю проволочки у самых ниточек. Теперь на проволочке надо нанести клей, намотать сверху ниточки и обрезать. К сожалению, в этот момент камера отключилась, а я не заметила, поэтому не получилось снять. Цветочек готов, можно крепить застежку. У меня застежка длиной 3,5 см с 2 отверстиями, за которые я буду ее пришивать. Пришивать буду с обратной стороны к стебельку, теми же ниточками мулине, которыми обматывала стебелек. Делаю узелок. Пришиваю ниточку на уровне первого отверстия на застежке. Застежку для удобства открываю и прохожу в первое отверстие. Иглой прохожу в ниточки на стебельке и сразу в отверстие. Сейчас покажу с другой стороны. Иглой прохожу в нитки и сразу в отверстие. И таким образом продолжаю пришивать застежку. После того, как верхняя часть пришита, нужно по стебельку спуститься вниз ко второму отверстию. Делать это буду, обматывая ниточкой стебелек. Сзади стебелек протыкаю иглой, чтобы ниточки держались и не болтались по стебельку. Иду так до второго отверстия. Прохожу в отверстие иглой и точно так же, как пришивала вверху, пришиваю внизу. Сначала с одной стороны, потом с другой. В конце делаю узелок и ниточку обрезаю. Теперь нужно аккуратно расправить брошь. Готово! Вот такая брошь получается. Брошь получается легкая и воздушная, а пайетки красиво переливаются и блестят на солнце. Надеюсь, брошь вам понравилась. Желаю всем творческих успехов!